Привет! В общем, в этом видео я впервые собрал компьютер на продажу. То есть история у нас, друзья, следующая. Я просто, знаете, пообщался с менеджерами XCOM, это такое, то есть большой гипермаркет электроники. И решили мы, в общем, собрать компьютер из железа на ихнем, то есть ихневом сайте. И по себестоимости продать потом весь компьютер на этом сайте. То есть я ничего не получу с этой сборки, кроме процента с продажи. А именно 0,5% по реферальной ссылке. И это меньше 1%. Так что это чисто на корм для котов, и меня это вполне устроит. В общем, не про бизнес сейчас речь, а больше про контент. Я стремился собрать компьютер и как можно проще, и чтобы зрители сами тоже сумели потом собрать своими ручонками, и чтобы при этом это не слишком было такое заумное железо без разгонов, там, андервольта и так далее. Причем я даже озвучу альтернативу своей же сборки для зрителей, и, например, если в качестве процессора я взял в этот компьютер i5 11400F, то зритель может немножко доплатить и взять, например, i5 12400F. Одним словом, есть различные варианты, как можно было собрать этот компьютер на продажу. Но конкретно в моем случае в компьютере будет стоять i5 11400F с материнской платой на чипсете B560. Далее у нас видеокарта RTX 3050 и 16 оперативы на частоте 3600 под материнку на B560. И в конце у нас блок питания на 500 Вт плюс SSD-шник 500 и корпус там еще довольно интересный, ну и всякие вентиляторы и так далее. Короче, все это железо стоит 66 666 рублей или $1000, что примерно 35 тысяч гривен или 500 000 тенге. Это, скажем так, средний бюджетный компьютер, что нормально вписывается, то есть для монитора Full HD или даже 2К, для высоких ультранастроек с трассировкой лучей. А теперь вот действительно небольшая маленькая рекламная пауза. В общем, друзья, железо в этой сборке ПК является универсальным и подойдет как для игр, так и для работы. Например, если вы работаете в IT-индустрии, пишете коды, занимаетесь дизайном приложений или тестируете их, одним словом, мощностей будет более чем достаточно внутри компьютера. Кстати, я не зря выше упомянул профессию тестировщиков. Именно эти специалисты сейчас максимально востребованы в IT-сфере. Причем стоит уточнить, тестировщики бывают разные. Одни тестируют софт и приложения, иные тестируют, например, игры на поиск ошибок и прочих недочетов. И вот как раз мощный игровой ноутбук с мощной видеокартой дает возможность работать мобильно без привязки к рабочему месту. Но даже если у вас нет такого ПК, не проблема. В большинстве компаний выдают сотрудникам необходимые для работы девайсы. Однако иметь такой мощный ноутбук недостаточно для того, чтобы стать IT-специалистом. В этом случае я бы рекомендовал вам пройти классный курс тестировщика на Python от школы Skill Factory. Если вкратце, то инженер по тестированию контролирует качество IT-продукта. Его задача — это поиск и анализ ошибок, багов, записи их в отчет и передача разработчикам. Одним словом, это очень увлекательная IT-профессия, отлично подходящая для старта карьеры в IT. Как для освоения специальности, достаточно базовых основ компьютерной грамотности. Обучение в Skill Factory состоит на 80% из практики. Вы получите минимум ненужной воды, зато отлично отработаете навыки. Плюс в Skill Factory есть карьерный центр, который помогает студентам в трудоустройстве после обучения. Устроиться на работу ручным тестировщиком вы сможете уже через 4 месяца после начала обучения, тем самым окупив курс с первой зарплаты. У школы высокие оценки и хорошие отзывы на независимых площадках, таких как Google, Яндекс, Отзовик и так далее. Обучение происходит онлайн и можно учиться из любой точки мира в удобное время. Я однозначно рекомендую вам курс тестировщика на Python, а если после обучения вы не найдете работу, то школа вернет ваши денежки. Плюс для моих зрителей действует скидка до 60% по промокоду SHELEST22 в честь Черной пятницы, а еще вы бонусом получите продвинутый карьерный модуль. Переходите по ссылкам в описании и меняйте свою жизнь только к лучшему. Удачи! Но мы вернемся к теме видео. Итак, в целом уже в самом начале видео я полностью озвучил все железо внутри компьютера, и особо уже, я думаю, нет смысла рассказывать про все детали, но все же хотелось бы вот буквально немножечко внести ясность в некоторые комплектующие и озвучить альтернативу. Насчет процессора, я думаю, тут все понятно. Это 11400F, такой же, что и 12400F на 6 ядер 12 потоков. Ну, может быть, там примерно на 5% 12400 быстрее. Но вот материнские платы по 12 поколению стоят уже, внимание, заметно больше, чем для 11400F. Причем я взял нормальную четкую мать от фирмы Asus на чипсете B560, а это у нас на секундочку не дешевые H410 или H510. Нет, все куда серьезнее,
все иначе. Во-первых, B560 поддерживает частоту оперативной памяти вплоть до 4000+, и это очень важно. И второе, у нас 4 слота под оперативу, а не 2. И в будущем можно еще, скажем, подкинуть оперативы. И в-третьих, у нас заметно лучшие, то есть исполнены все элементы питания, и, то есть охлаждение даже на SSD и силовых элементах. Ну и пятое, у нас как бы имеется поддержка PCI Express 4.0, что крайне важно для видеокарт Radeon, да и вообще для всех видеокарт. Выбор вполне очевиден. Но окей, идем далее. И сейчас у нас важный момент, это видеокарта. И тут я решил взять банально простую, обычную RTX 3050. Точнее, это прям не то, что как бы скучная и простая видеокарта. Это отличная видяха с трассировкой лучей и DLSS от MSI, внимание. Это не с AliExpress китайские ноунеймы 3050. И она, что важно, отлично подойдет для монтажа видео с поддержкой NVENC. У нее как бы низкие температуры. Ну, в общем, это современная видяха, но есть, внимание, у нее прямой конкурент среди Radeon'ов. И это RX 6600. Причем 6600 даже, я бы сказал, быстрее, чем 3050. И стоит при этом буквально на тысячонку больше. Я отлично, знаете, знаком с видяхой 6600, и у меня стоит у жены в компьютере такая видеокарта. Но у нее тоже есть как бы вот недостатки на фоне 3050. Во-первых, у нее нулевая поддержка трассировки лучей. Во-вторых, в работе у нее нет ускорения того же NVENC, то есть для монтажа видео, нет шумоподавления NVIDIA Voice для микрофонов и стримеров. Вообще как бы для работы и стримов лучше, конечно, RTX 3050. Если же вам чисто для игр без трассировки, то можно взять RX 6600. Честно, при всем моем уважении к видеокарте 6600, это отличная видяха по ценителю мощности, но эти плюс 10-15 FPS не стоят потери трассировки лучей и всех возможностей RTX видеокарты. В общем, если вам вообще не нужны лучи эти ваши, то есть не сдались 300 лет и нужен просто высокий FPS, то берем без проблем RX 6600. А если же вам как бы важны DLSS, там трассировка и удобство в работе, то берем, конечно же, RTX. Все очень просто, цены у них почти одинаковые. Что насчет оперативы, то тут я не стану особо, то есть внедряться, просто взял две планки по 8 на частоте 3600. Эту память я уже давно знаю, у меня она стояла в моем компьютере, проверенная временем, одним словом. Но можно, конечно, сэкономить 300 рублей, не знаю, там взять, например, XPG, это вот, то есть на ваше усмотрение. Если вам нравится XPG, берите XPG, разницы абсолютно нет. Самое важное, чтобы частота была хотя бы 3600. Можно немножко потом еще ужать тайминги, там выставить режим в BIOS GR1, это делается, то есть это делитель 1 к 1. И если кому интересно, почитайте в интернете, там все написано, нет просто времени все объяснять. Далее SSD берем нормальный 500-ку, ADATA XPG, это не просто SSD, это быстрый NVMe SSD, и его скорость примерно 2000 на чтение и 1500 на запись. Если нужно вам больше, чем 500, нет проблем, доплачивайте сверху и берете сразу на 1 терабайт, там 2 терабайта, сколько вам нужно. Жесткие диски я лично вообще не рассматриваю, то есть как в среднебюджетных сборках, они нестабильны на фоне SSD, частые поломки, да и скорость тоже там невысокая и возможны фризы при запуске игр. Поэтому в 2023 только SSD берем, и под это железо берем блок питания минимально на 450-500 Вт. Я лично взял на 500 Вт, это Chieftec Proton, известная, даже очень известная модель 500, тащит без проблем 3050 и 11400F, и даже имеется запас по мощности. Одним словом, сейчас скажу прям банальную фразу, это народный блок питания, проверенный временем. Тысячи компьютеров были собраны Фостерсом на этом блоке питания по всему миру, тысячи обзоров в интернете, и если вам не нравится Chieftec, то есть отличный вариант, это Big White System Power 9, и тоже он на 500 Вт. Этот питальник тоже весьма удачный, суперкомпания Big White, что переводится как «будь потише», но это уже не важно. Важно то, что ничего абсолютно не важно, и в конце еще пару слов про корпус и охлаждение процессора. Сперва я не знаю зачем, но взял белый белоснежный радиатор под серую материнку в темно-серый корпус. Честно, я не знаю, что со мной было в то время и в каком состоянии я был, и что решил взять именно белую вертушку в черную сборку. Это как бы непонятно, это что-то странное и смотрится довольно печально уже после установки. Нет, конечно, если у вас чисто нужно в белую сборку, то белый ветродув с подсветкой белый за 1600 вообще просто отличные варианты, но не в черный корпус, это точно. И, короче, я решил таки снять эту железку и поставить вместо нее очень необычный башенный цилиндр, не знаю, как правильно вообще называется эта форма, но, в общем, это Aerocool Stage 5. Это нестандартный кусок металла, у него вертушка спрятана, внимание, внутрь, сверху зеркальная сферическая RGB подсветочка, и, в общем, я хотел как-то, не знаю, удивить зрителей, собрать не просто компьютер с банальной вертушкой Deepcool GameX 400 или что-то
там подобное популярное, то есть не помню. Одним словом, смотрится все довольно интересно, по-молодежному, и хотя бы в черном корпусе совпадает все по цвету. Кстати, насчет корпуса, то и здесь я тоже решил пойти неправильным путем и взял литой, полностью металлический корпус от фирмы Eurocase M10. Это вообще новый бренд лично для меня. Я впервые сталкиваюсь с корпусами Eurocase, если честно, и да, я специально взял именно его из-за цельнометаллической прочной конструкции. И что самое важное, внимание, у него нет, это прям очень интересно, нет сверху дешевой сеточки пылевой. Я ненавижу дешевые те пылевые фильтры, в этом корпусе нет ничего из пластмассы и внутри, и сверху. В общем, серьезный темно-серый корпус с прочных листов металла, не бумажный, да и формат микро ITX под материнку тоже идеально вписывается. То есть корпус явно небольшой, можно его поставить и на стол, можно и, то есть, и под стол, он не скрипит, не люфтит, внутри поставили 3 вертушки комплектные, и еще причем они с подсветкой. И да, я в курсе, что спереди нет отверстий под забор воздуха, и такой корпус рассчитан только на выброс воздуха изнутри. Но смотрите, и тут есть свои преимущества, не спешите как бы критиковать. Во-первых, внутри корпуса не будет поступать пыль вообще, и значит все железо будет в чистом виде. И второе, выброс теплого воздуха происходит за счет сразу 3 вентиляторов 120, то есть 120 миллиметровых, 2 из них сверху и 1 на тыльной части. То есть корпус работает ровно так же, как и, скажем, вот любая современная консоль или ноут. Короче, происходит только выброс теплого воздуха изнутри. И далее мы посмотрим, насколько это удачное решение в плане температуры. Конечно, если вам не хочется экспериментировать и неважно, из чего вообще сделан корпус и его внешний вид, то есть как бы варианты, это Zalman или то есть First Player, тот же там ITX полноформатный. Если вам нужно, то можете их брать смело. Но у меня будет как бы немножко индивидуальная сборка, не для всех, скажем так, точнее для всех, но не каждый сможет ее понять. Вот, в общем, ПК собран, я сделал несложный кабель менеджмент, подвязал все проводочки, аккуратно все собрал, все коробочки, то есть не выбрасывал. Все это поедет обратно в XCOM на продажу вместе с компьютером, но прежде чем поедет, я настроил сам компьютер, поставил Windows, поставил Office, и все это, внимание, лицензионная Windows 10. Далее я накатал все драйвера, обновил BIOS, проверил ПК на живучесть аж целые сутки, он работал у меня не выключаясь 24/7. И теперь давайте запустим парочку-тройку игр в разрешении Full HD и даже в 2К на Ultra. Начнем, пожалуй, не с очень требовательных новинок, это Overwatch 2 часть, и сейчас она стала полностью бесплатной. И потому что она стала бесплатной, там очень большой онлайн, множество людей сидят там прям, не знаю, круглые сутки, но вот с точки зрения визуальной, то есть части, тут, мне кажется, есть все же изменения. Хотя, с одной стороны, карты, те же персонажи, старая механика из первой части, все это уже было, но требования к железу при этом почему-то выросли. Например, Full HD пресетом на Ultra я выставил все настройки на моем компьютере, и видим здесь примерно 150-160 FPS. Это самые запредельные настройки Full HD. Если имеется дома у вас монитор на 165 Гц, то очень даже это удобные цифры. Но для видеокарты 3050, понятное дело, Full HD это вообще не предел возможностей с такими настройками. Но теперь все-таки давайте перейдем в 2К, и у нас здесь порядка 110-120 FPS при тех же ультра настройках. По температурам у нас что-то в пределах, то есть нормы, там 55-60 на процессоре и 65 на видеокарте. Это абсолютно комфортная температура с учетом закрытого корпуса. Но Overwatch по сути вообще не использует ресурсы процессора. Он работает там на 20-30%, и лучше все же проверить его, то есть в нормальных условиях. Например, это в Cyberpunk. Так, в настройке я выставил все на ультра или впечатляющие без трассировки лучей, внимания, но с включенным DLSS в режиме баланса. И вот с такими настройками Full HD примерно мы получаем 60-70 плюс FPS на улице и в центре, и 80-90 в закрытом помещении. Нормально все работает. Full HD на ультра с включенной трассировкой будет там, я думаю, 50-60 с DLSS производительности. Теперь самое интересное это 2К или QHD. В общем, тут я выставил все те же впечатляющие настройки без трассировки, но с включенным DLSS в режиме производительности. И с такими настройками видим с вами 55, местами почти 60 или опять же 50. Ну, в общем, это почти, скажем так, стабильные, комфортные 55 или в помещении там 60 плюс. И это, еще раз напомню, 2К на ультра настройках в Киберпанке. Это самая требовательная тема на сегодняшний день к любому компьютеру. По температурам тут, кстати, у нас 65-68 на процессоре и 65, там может быть чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше на видеокарте.
то есть это еще раз очень далеко до критических там 80, не знаю, 90. Все же 65-70 это нормально для закрытого корпуса, причем в таком формате микро ITX, так что в целом нет проблем вообще с температурой, хотя я очень даже, признаюсь, сомневался. В общем, с Киберпанком и Overwatch все понятно, и теперь в конце давайте запустим что-то относительно свежее. Например, это Forza 5 часть. В данном случае я вообще не парился и выставил тупо все настройки на Ultra Full HD с трассировкой лучей. Включил также все это на Ultra и все, что вообще возможно там включить. И с такими, то есть в таком раскладе получаем 65-80 FPS без проблем. Есть даже запас на 2К. И, собственно, сразу же после Full HD давайте оценим, то есть в более сложных условиях. Итак, 2К. Все те же экстремальные настройки с трассировкой, тут уже не везде стабильный 60+. Есть места, например, вот с большим количеством деталей, всяких там деревьев и так далее, и вот там понижается фреймрейт до 50. Однако 50 на ультра 2К, то есть в пятой Forza, это не 15, если нужно, то есть стабильный 60, просто можно парочку опций там понизить до очень высоких и получите 60 и больше. Так или иначе, я тестировал непростые проекты, все остальные там по типу сетевых контры, доту, танков, GTA 5, все, понятное дело, будет даже в 4К запускаться на этом компьютере. В итоге мы получаем в целом именно такую машину, что вполне для меня ожидаемо. Это среднебюджетный компьютер для Full HD с неплохим запасом под мониторы QHD или 2К. В общем, ПК, вот если вкратце, прошел проверку, все нормально работает, все настроено, просто достаешь из коробки, подключаешь к монитору своему и ставишь игры, софт, все, что вам нужно. На этом как бы все. Ничего больше делать не нужно. В конце компьютер я запаковал, то есть все коробочки собрал, отдал XCOM на продажу, и цена компьютера будет ровно такой же, если бы вы, скажем, собирали по частям, сами своими ручками. На этом у меня все, как бы, парни, здесь больше нечего добавить. Если кому интересно, ссылочки компьютера и железа смотрите в описании под этим видео, там все расписано. Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро. Не болейте и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока.